Здравствуйте. Дисциплина, самодисциплина. Это хорошо или плохо? Не торопитесь отвечать. Это не такой простой вопрос, как кажется. Дисциплина помогает нам добиться каких-то производственных результатов. Да. Самодисциплина помогает нам добиться чего-то в своей жизни, достичь своих целей. Говорят, что да. Что значит дисциплина, самодисциплина? Это хорошо или плохо? Это приносит пользу нашему организму? Дело в том, что дисциплина – это делать какие-то действия, несмотря ни на что. То есть дисциплина – это обратное понимание свободы. Вроде бы для того, чтобы достичь цели, это нужно. А насколько нужно? А почему тогда так много нарушений дисциплины? Трудового кодекса, да и уголовного кодекса. Почему люди нарушают? Потому что им так хочется, потому что их такая природа, или потому что дисциплина их угнетает? В принципе, можно сказать, что правильно и то, и другое. Дисциплина для этих людей приносит дискомфорт. И поэтому им хочется ее нарушить. А почему так все происходит? Это канал «Аппаратная психотерапия» и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь математическим моделированием нервной системы. И на данном канале я рассказываю о практическом применении этой модели. Все наше поведение зависит от тех принципов, тех законов, по которым протекают нервные сигналы по нашей нервной системе. Именно так. Это не что-то богоданное, не что-то, что нам советуют планеты, звезды. Нет. Наше поведение, личное, социальное, зависит только от того, как работают наши нервы. Так как они работают? Почему мы так себя ведем? Почему мы так сопротивляемся дисциплине? И почему многие стараются эту дисциплину навязать? Разница между рабовладельческим строем и нашим временем в принципе минимальная. И там требовалась дисциплина для достижения каких-то там производственных результатов. Несколько различаются методы, но не более того. Как тогда были восстания рабов, как сейчас бывают забастовки, это все идет от одной и той же причины, что дисциплина претит. А что делать? Ведь нужно же, чтобы общество развивалось. Ну не хотелось бы скатываться в каменный век. И полная анархия, как ее понимают, в общем, наше население, это ведет к полной деградации. Да, свободе личности, но полной деградации социальной жизни. Так почему все так происходит? Дело в том, что по нашим нервам протекает только электрический ток. Никакие моральные, уголовные, еще какие-то устои нет. Только электрические сигналы. И от того, сколько этих сигналов поступает в мозг, так мы себя и чувствуем. Потому что нервные сигналы – это электричество, это электроэнергия. И когда мы говорим об энергичности, о том, что у нас много сил, много энергии, мы говорим именно об электрической энергии. Не о космической, не еще какой-то, именно электрической. И наши эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше тока поступает, тем более мы счастливы, тем более мы энергичны. И чем меньше его поступает, тем больше мы склонны к депрессии, к апатии, к суициду. В этом случае у нас просто нет сил жить. Так что делает дисциплина? Почему она может нам мешать? Для того, чтобы электрический ток прошел по нервам, он должен быть сгенерирован. Генерировать электрический ток способна только одна структура в организме – это рецепторы. Именно рецепторы превращают все виды внешней энергии в электрический сигнал.
И рецепторы делятся на две большие категории – внешние и внутренние. Внешние преобразуют в электрический, в нервный сигнал всю энергию нас окружающую, энергию Солнца, Земли, воды, воздуха, чего угодно. Внутренние же рецепторы тоже превращают в электрический сигнал, но ту энергию, которая вокруг них. Это энергия изменения химического и физического состава нашего организма. Но резкое изменение этого состава мы воспринимаем как боль. То есть, если упростить, то для того, чтобы наша нервная система работала, мы должны получить энергию либо от окружающего мира, либо от боли. Все, других источников нет. Но ведь и в том и в другом случае это электроэнергия. Какая разница? А разница большая. Дело в том, что внешняя энергия, она безгранична. И мы ее получаем просто так, на халяву. Просто потому, что она есть. И сколько могут внешние рецепторы, столько ее и получают. Ни с чего их не ограничивают в данном вопросе. У внутренних же рецепторов все сложнее. Потому что для того, чтобы изменился физический, химический состав нашего организма, туда нужно приложить энергию. А значит, коэффициент полезного действия этих рецепторов будет намного ниже. Мы сначала должны создать вот это изменение, а потом взять от него энергию. И всегда на зарядку аккумулятора тратится больше энергии, чем этот аккумулятор способен дать. Это азы физики. Поэтому наш организм старается быть счастливым. Да. Но при этом старается по возможности не испытывать боли. Потому что это дает очень мало энергии. И значит, все наше поведение обусловлено тем, будем мы получать боль. Или нашей энергии хватит извне. Я же сказал, что ее хватает. Почему же вдруг мы берем боль? Весь наш опыт, все наши знания обусловлены тем, что связываются между собой нервные волокна. И вот эта связь межнейрональная образует огромные рефлекторные комплексы. То, что мы называем своим опытом. По сути, это огромное скопление связей между нервными клетками. И это скопление мы можем сравнить с микропроцессором. То есть вот образовался вот такой конгломерат, и когда по нему поступает энергия, он отвечает так, как он запрограммирован. Никак иначе. И каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, мы вспоминаем все, что там было в тот момент времени. Любое действие, которое мы совершаем, стереотипное, или которое мы сейчас разучиваем, оно все равно связано с нашим прошлым опытом. Но я уже сказал, чтобы сработал вот этот конгломерат, ему нужна энергия. И будет та энергия, которая была при формировании этого комплекса. То есть если в тот момент мы были счастливы, то вспоминая о этом отрезке времени, вспоминая об этом опыте, мы будем счастливы. Потому что энергии идет много, она идет от внешних рецепторов. Если же в тот момент мы испытывали страдания, боль, то и при воспоминании мы будем испытывать те же самые эмоции. Мы будем испытывать тот же самый дефицит энергии. Теперь о дисциплине. Дисциплина подразумевает, что мы должны делать какие-то действия, которые с нашим опытом как-то связаны. Либо счастье, либо боль. И если эти действия связаны с болью, то мы будем стараться их не делать. И значит, мы будем стараться нарушать эти правила дисциплины. Эти правила самодисциплины. Да, люди, которые четко себе поставили цель, идут к ней, добиваются ее. Но не потому, что они делают это через какую-то огромную силу. Нет. Те, что делают через боль, они сдуваются. Потому что эта боль, это очень мало энергии. И чем больше вы делаете вот эти вот дискомфортные для вас действия, тем меньше энергии у вас остается. Вы все больше и больше тратите ее на изменение своего организма, на формирование хронических болевых очагов.
И у вас все меньше и меньше сил для достижения своей цели. И когда мы говорим о людях, чего-то достигших, мы совершаем ошибку выжившего. Эти люди, когда делали свои действия, они не испытывали боли. Они получали удовольствие от всех своих действий. И поэтому данный план, данное действие мы можем назвать самодисциплиной. Нет, для них это не было самодисциплиной. Для них это было счастьем идти к этой цели. Для нас это не является счастьем. И мы говорим, надо себя взять в руки, надо стараться это делать. Старайтесь, делайте. Чего вы добились? И большего вы не добьетесь, потому что каждый раз, когда вы заставляете себя что-то делать, не имеет значения что, изучать иностранные языки, делать что-то по работе, каждый раз, когда вы заставляете, вы испытываете дискомфорт, вы испытываете боль. И как следствие вы будете ее наращивать, вы будете терять энергию. И вы бросаете это дело. Ну, особо хорошо это видно на людях, которые всю свою жизнь изучают иностранные языки. Все, собрались, начали. Неделя, месяц, может быть, там несколько месяцев учат. Все прекратилось, бросили, несколько лет не прикасаются, я буду, опять с Нового года я начну. Почему? Да потому что, когда они этим занимаются, они накапливают боль. И это для организма плохо, это убирает у вас силы, вы истощаетесь. Поэтому самодисциплина, дисциплина, она уничтожает. А какой выход? Ну как? Что, значит, вообще уйти? Вообще развалить все производство, развалить все государство? Я думаю, нет. Я думаю, выход здесь намного проще. Нужно заниматься тем, что вам нравится, что доставляет вам удовольствие, что делает вас счастливым. И только в этом случае вам не нужна будет самодисциплина, вам не нужна будет дисциплина. Вы добьетесь всего, потому что к цели своей вы будете идти, танцуя, испытывая от этого кайф. Мне скажут, это нереально. А почему нереально? Почему вы считаете, что ваша жизнь должна приносить страдания? В одном очень любимом мною фильме «Покровские ворота» была сказана страшная фраза. Один из героев говорит, человек живет не для радости, а для совести. Неправда. Это самое страшное, что я когда-нибудь слышал. Потому что человек живет для того, чтобы быть счастливым и избежать боли. А когда мы говорим «а для совести», это значит, что человек должен поступать так, как ему не хочется, так, чтобы его действия приносили ему боль, страдания. А это неправильно. А есть ли другой способ? Я ведь вам рассказал о самом простом. Найдите себя, найдите то, что сделает вас счастливым. Я хочу предложить вам попробовать метод аппаратной психотерапии. Задача аппаратной психотерапии не сделать вас счастливым. Это побочный эффект. Аппаратная психотерапия – это метод физиотерапии. Его задача – восстановить нормальную, оптимальную проводимость нервных путей. Для того, чтобы энергии внешних рецепторов стало хватать. И внутренние рецепторы, боль как альтернативная энергия вам стала больше не нужна. Почему попробовать? Потому что 5 дней после регистрации вы получаете бесплатно, чтобы проверить, как это работает, что вам это поможет. Если вы будете соблюдать инструкцию, вам это поможет. По большому счету вам нужно соблюдать только 2 жестких правила. Все остальные правила относительны. Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. И через какое-то время вы замечаете, что у вас стало больше сил. Еще через какое-то вы почувствуете всплеск энергии. И то, что вам доставляло боль, то, что вам доставляло дискомфорт, что вам было неприятно, что вам не хотелось делать, с этого момента будет вызывать у вас восторг и счастье. О том, как работает наша нервная система, вы можете почитать в книге «Медицина, которой нет». Там более подробно все это расписывается, все механизмы, как идет по нервам
как сигналы поступают в мозг, как они перерабатываются. Здесь я просто вас призываю. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Изменяйте свою жизнь к лучшему. Сделайте так, что самодисциплина стала для вас удовольствием, чтобы вы не заставляли себя, а каждый шаг приносил вам удовольствие, чтобы каждый момент вашей жизни был для вас удовольствием. Будьте здоровы, будьте счастливы, добивайтесь своих целей.